Почему некоторые рыболовы отпускают рыбу, а некоторые нет? С вами Саша Рощин, канал RosaAngler. Давайте порассуждаем на эту тему, поговорим о том, что такое catch and release. Поймал, отпусти. И меня на эту мысль навела другая мысль. А испытывает ли рыба боль? И я думаю, вы уже тоже знаете ответ на этот вопрос, что да, испытывает. У нее есть нервная система, у нее есть мозг. Она сопротивляется во время вылаживания. В тот момент, когда мы с вами кайфуем. Но тогда получается, что какая-то фигня. Ведь не все рыболовы ловят рыбу для того, чтобы ее съесть. У нас для этого сейчас есть промышленность, которой мы пользуемся. И рыбы абсолютно любых сортов можно просто купить в магазине. Ну, а если нет возможности, да, мы действительно ее можем поймать. И я признаюсь, что абсолютно не ем рыбу. У меня с самого детства к ней какое-то отторжение. Не скажу, что какая-то аллергия или еще что-то. И у меня остается единственная мотивация — это ловить рыбу на спиннинг или на другую снасть и получать от этого удовольствие. Я считаю, что у большинства рыболовов есть какая-то, деформация сознания или вообще личности. Почему мы испытываем удовольствие от такого странного процесса? Я сейчас охренею просто. Так как я занимаюсь рыбалкой буквально лет с 5-6, в мое сознание детское тогда уже поселилась мысль, что я как будто бы играю в некоторую игру, где мне нужно поймать рыбу, и вот это вот желание ее съесть на самом деле вообще как-то напрочь отсутствует. Но вот этот процесс некой стратегии, некоторого увлечения с результатом, да, пойманной рыбой, вот этой обратной связью от природы, она очень сильно меня затягивает. И в 2020 году я понял для себя и решил, что я хочу заниматься рыбалкой более серьезно. Не просто на уровне хобби иногда, а постоянно. И тут мы можем подойти к такому вопросу. Если я человек, даже если я ем рыбу, зачем мне ловить ее в огромном количестве и забирать всю с собой? Действительно ли, если я ее отпущу, она выживет? А что, если нет? И я начал задумываться о том, раз у меня есть задача как-то потешить свое самолюбие, доставить себе удовольствие, радость от поимки рыбы, тогда я как-то должен взять и минимизировать страдания этого существа. Я хочу максимально с уважением относиться к природе, к океану, к морю, к речке, к озеру, неважно, что это будет. Для меня самое важное — сохранять некоторый баланс между тем, что я хочу, как человек, как рыбак, и тем, как мое желание повлияет на эту среду. Поэтому я вывел вот такой вот небольшой свод правил для себя. Возможно, они как-то будут полезны и вам. Давайте начнем. И первое правило, которое я себе беру на практику, это отпускание сильно поврежденной рыбы. Вы наверняка часто сталкивались с тем, что когда вы отпускаете рыбу, вы сделали такое упражнение, когда проветриваете ей жабры с помощью воды, да, то есть ее нужно несколькими движениями попробовать оживить, чтобы она немножко пришла в себя после стресса. И после этого рыба действительно может никак не отреагировать на это, и она всплывает вверх брюхом или просто идет на дно, и вы думаете, бог с ней, да, то есть как бы один из вариантов реакции. Но я для себя четко определил, что, во-первых, если я уже нанес какой-то вред, я эту рыбу забираю. И уже не важно, ем я ее или не ем, я найду того человека, который сможет ее употребить либо в пищу, либо отдаст каким-то животным, кошкам и так далее. И для меня кажется это решение очевидным и правильным, потому что оставлять мертвое существо в своей среде, которого наверняка съедят там какие-нибудь крабы, раки и еще что-нибудь, это не совсем правильно. То есть если вы автор этого страдания, тогда просто заберите эту рыбу, и не нужно больше ни о чем думать. Второй важный принцип и правило — это держать рыбу на воздухе как можно меньше. Нужно понимать, что ее реальная идеальная среда — это вода. Морская, пресная вода, неважно. Для рыбы самый максимальный стресс приносит именно нахождение на воздухе. И когда вы или я когда-то в прошлом держал рыбу на весах, например, да, подвешивал ее за голову, причем от этого чаще всего страдает какая-то более крупная рыба, то именно в этот момент мы максимально повреждали рыбу. Вот после таких сотрясений рыба действительно, может быть, и не выживет. Поэтому это вот еще одно из правил, которые я обязательно использую. Сфотографировали, сняли и желательно поближе к воде. Все. Следующий пункт, который касается скорее этики, вообще обращения с живым существом и в принципе в рыбалке. Я считаю, что очень важно
не выбрасывать рыбу, как будто это какой-то камень или это что-то неживое. Я очень часто вижу, причем даже среди профессионалов и спортсменов, как они выбрасывают рыбу так, будто бы это какой-то мешок ненужный или какой-то камень бездушный. Когда мы видим, что если человек профессионал, и он так относится к живому существу, к рыбе, да, то, от чего он получает удовольствие, мы тоже перенимаем это на себя. То есть мы можем так делать. Но, на мой взгляд, мы не можем так делать. Мы должны максимально бережно относиться к тому, что приносит нам удовольствие. Следующий принцип, который заключается в том, чтобы не трогать рыбу руками. Это достаточно сложно. Но вот что я заметил, что у морской рыбы, так как я сейчас уже практически целый год рыбачу на Бали, я замечаю, что у многих рыб после прикосновения рукой остается буквально ожог. Не думаю, что он как-то очень сильно повлияет на рыбу, но это буквально показывает то, что этого не должно происходить. То есть рыба, к которой вы прикоснулись, соприкасается с нашей горячей кожей, и поэтому очень важно брать ее только влажными руками, ненадолго, и как можно быстрее стараться ее отпустить. Это, наверное, те принципы, с которыми я живу уже достаточно давно. Но не так давно я еще задумался и о следующих 3 пунктах, которыми тоже хочу с вами поделиться. Следующий пункт — это использование одинарных крючков. Приманка сама вот такая. Только из-за того, что я начал рыбачить здесь, на море и в океане, я начал понимать, почему многие рыболовы используют именно одинарные крюки. Они достаточно крупные, как вы можете заметить, да, но в соответствии с приманкой. И понятно, что чем меньше зацепляющих элементов на приманке, тем это лучше для рыбы. И чуть менее эффективно с точки зрения засекаемости для нас. Да? То есть мы, может быть, реализуем чуть меньшее количество поклевок, но при этом у нас рыба останется в сохранности. Мы опять возвращаемся к какой-то большей осознанности и к тому, что типа мы больше хотим вред причинить или как-то прийти к какому-то компромиссу, где и нам хорошо будет, и рыбам в большей степени будет хорошо. Следующий принцип — это использование безбородых крючков. Но я вам могу сказать, что я практически не покупаю безбородые крючки. Последний у меня опыт был, когда я, наверное, покупал себе воблеры для форели и головля и специально под них искал крючки для безбородок. И это, надо сказать, настоящее испытание. Они не везде есть, не в каждом магазине вы можете пойти и купить их. Поэтому я делаю просто. Даже если у меня есть бородатый крючок, мы просто с помощью плоскогубц стараемся его сплюснуть. Их можно спиливать или вот так хотя бы загибать. Получается вот такой крючок. Он уже гораздо меньше цепляется. Вы это можете заметить. Я не так давно начал вот так вот убирать эти бородки и вообще использовать одинарники только по той причине, что я не сталкивался с еще одной неприятной стороной. Это то, что когда по какой-то причине этот крючок оказывается у вас в пальце, в шее, не дай бог на лице или где-нибудь ближе еще к глазам, убрать этот крючок будет супер сложно. Поэтому это еще одна важная деталь, которую я считаю, что нужно брать себе на вооружение, когда вы занимаетесь вот такой вот спортивной, осознанной рыбалкой. Единственное, где я оставляю тройные крючки, это вот на таких вот небольших приманках типа... Вот они. На таких приманках типа рюоки. Это небольшие минноу, которые подходят для ловли абсолютно разной рыбы. Почему я считаю, что здесь тройники все-таки важнее? Потому что, когда здесь ставишь одинарник, я ловлю рыбу в основном на море, в океане, и поэтому для меня важно, если я, например, ловлю саргана, мне очень важно, чтобы за его такую вот костистую пасть, которая очень твердая, ее очень сложно пробить, хоть как-то зацепиться. Поэтому на мелких воблерах я всегда оставляю, и только в тех случаях, если это никак не касается игры самого воблера, не касается его баланса, я ставлю сюда одинарники. Но, как правило, когда ставишь одинарники, есть такая проблема, что воблер на очень быстрой проводке начинает выскакивать из воды, и это становится, просто неудобно, у тебя меньше поклевок, неправильно контролируемая проводка, и ты меньше ловишь рыбы, соответственно. Да, я бы сюда добавил еще пару таких советов. Используйте силиконовые сачки. Да, они немножко дороже, но они не так травмируют поверхность рыбы, не
срезают с нее какое-то количество чешуи и слизи, которая защищает рыбу от разных бактерий, ну и вообще создает ей как бы вот эту микрофлору на себе. И, конечно же, использование лип-гриппов, потому что я знаю, что мне очень часто в комментариях пишут, что «Саня, ну используй хотя бы лип-грип, чтобы вытаскивать рыбу, да, зачем там руки колоть и так далее». Но у лип-гриппа тоже есть свои минусы, вы, думаю, с ними сталкивались. Иногда, когда спортсмен или не спортсмен, просто рыболов-любитель поднимает рыбу на лип-гриппе, он таким образом может сломать и какие-то челюстные кости у рыбы, ну и, соответственно, мы приходим опять к тому, что рыба повреждена, и это не наша цель. А вот такие размышления у меня насчет того, что нужно ли рыбу отпускать или не нужно. На мой взгляд, нужно, и это очень важно. Мне важно это транслировать в своих рыбалках. Вы можете думать иначе, пожалуйста, пишите свои комментарии, пишите свое мнение. Можете присылать исследования на тему, как рыба выживает после отпускания или как она чувствует боль. Мне все это интересно, и я готов это освещать вот в таких вот разговорных видео дальше. До скорых встреч в новых видео. С вами был Саша Рощин, канал Rosa Angler. Пока-пока. То есть, если вы создали